Ребята, всем привет! Я Алекс Курч, это канал Crazy Train. Сегодня я решил показать вам сразу два релиза, потому что они более-менее тематически схожи между собой. И вот первый релиз — это сплит московских групп Харон и Метастаза. Да, забыл сказать, что оба релиза — это релизы лейбла Metal Race. Обе эти группы действовали примерно в одно и то же время, это начало 90-х, но, наверное, можно сказать, что группа Метастаза была скорее преемником группы Харон. Обе группы связаны личностью гитариста и вокалиста Сергея Пнева, который, кстати, недолго, правда, но играл в группе Hellraiser, небезызвестной. Перейдем к оформлению. Как всегда, качественная плотная бумага, Metal Race этим отличается. Оформление черно-белое. Здесь внутри тексты и куча архивных фотографий, с которых на нас смотрят парни в типичных для 90-х таких трэшевых прикидах, которые вызывают некую ностальгию, такую, хочется сказать так: черт побери, были же времена. На фронтальной обложке изображен ломающийся гроб, из которого высвобождается какой-то полусгнивший трупешник, и этим он вызывает панику среди обсевших эти доски для какого-то, видимо, своего митинга насекомых и паукообразных. На Инлее небольшая статейка здесь есть про Метастазу. Ну, здесь просто перечень песен и компакт-диск, выполненный в олдскульном серебристом ключе. Перейдем к музыке. Часть Харона представлена 5 песнями, из которых 2 записаны в домашних условиях, в домашней студии в 90-м году, и еще 3 в ДК Горбунова на фестивале «Надежд» в 91-м году, которое характерное для постсоветских времен название. По музыке это весьма напористый и искренне сыгранный трэшак, если абстрагироваться от качества саунда, которое характерно для начала 90-х годов у нас в России. И я бы сравнил это все с ранним Креатором и, возможно, нашим тоже московским Шахом. Отдельно хотел бы отметить работу бас-гитариста Владимира Федина, который прямо своей игрой, такой достаточно интересной и филигранной, оживляет всю эту работу. Часть Метастазов представлена 4 треками, которые записаны уже в студии в 93-м году, и сразу ощущается возросшее качество звучания. И в том числе и сама техничность игры возросла просто на целую голову. Я бы сказал, что вот здесь теперь это можно уже назвать technical thrash metal. Слушается вполне слушабельно, очень интересно, и даже для современного времени, если, опять же, я говорю, не обращать внимания на такую несколько, скажем, архаичную запись. Кстати, как ни странно, в этой группе, в этом демке или альбоме, не знаю как сказать, тоже очень классный бас, который был записан Владимиром Клюковым, кажется, правильно говорил, который несколько лет играл в известной группе «Мафия». Опять же, правда, там, похоже, ничего лично не записал. А теперь переходим к следующему компакт-диску от Metal Race. Это группа из Армении, Birdigang Slaughter. Возможно, я ошибаюсь в произношении названия. Если верить метал-архивам в этой замечательной теплой стране, за всю историю было не так много металлических групп, где-то было около 3, может быть 4 десятков. Ну, из тех, кто хоть что-то записал и выпустил. И вот это одна из них, но среди тех 3 десятков есть и некоторые такие достаточно известные, например, Садаэль или Боккраг, такая есть дэтовая группа, кстати, у меня тоже есть ее компакт-диск, очень замечательный дэт-метал. Ну и в последнее время достаточно известной стала группа Eyeless in Gaza. Так, а теперь поговорим о Birdigang Slaughter. Вот этот замечательный компакт-диск называется Mental Grindcore, и записан он был в 1994 году в постсоветской Армении.
Уже сам этот факт достаточно интересен, потому что, ну, я честно скажу, никогда не думал, что в таких странах вообще, как Армения или Грузия, есть такие экстремальные команды. Так, что мы здесь видим на обложке? Я думаю, что здесь изображен полусгнивший Мюнхгаузен, который пытается себя вытащить за остатки волос или, может, остатки полусгнившего скальпа из болота. Лошадь здесь не попала в кадр, она где-то ниже. Внутри тексты и кое-какие архивные фотографии, и в том числе интервью, не знаю какому изданию, где рассказывается об истории вот этой вот грандкоровой армянской команды. Итак, здесь всего 4 трека, из которых 3 студийные и 1 концертный, который, кстати, это обработка танца с саблями Хачатуряна. Музыкально это довольно-таки агрессивный и скоростной, и безбашенный грандкор, ну, такой немножко с элементами дэт-метал. Причем мне очень понравился вокал, он такой уже для тех времен достаточно искренний, такой мощный гроул. Если посмотреть на инлей, то вот здесь вот представлена оригинальная обложка самой демо-кассеты тех времен, и мы видим, что здесь 6 треков обозначено, а на переиздание Metal Race вошло всего 4. Хотелось бы, может быть, кто-то в комментариях напишет, почему так произошло и куда делись остальные треки. Кстати, эта демка или EP, не знаю, как точно сказать, она имела несколько переизданий. И в одном из них, или в 2, там был еще кавер на Napalm Death, Unchallenged Hate. Вот тоже почему эта обработка, эта кавер-версия не вошла вот в нынешнее переиздание. Довольно-таки странно для меня. Ну, а в нынешнем варианте, который запустил Metal Race, всего 10 минут, которых мне абсолютно не хватило. Я хотел бы, чтобы здесь было минут 30, поэтому я при очередном прослушивании открыл машину, и пока ехал на работу, она у меня на репите 3 раза или даже больше проиграла. Поэтому я эти песни уже фактически запомнил. И могу сказать, что они достаточно забавные. Итак, вот такие 2 релиза сегодня я вам показал. Их не нужно оценивать, они этого не требуют, потому что это скорее из категории восстановления исторической справедливости. Спасибо Анатолию, Metal Race, за то, что он позволяет широкой публике послушать такие вот раритетные старинные релизы. Ребята, слушайте хорошую музыку, покупайте компакт-диски, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. И до свидания, мир вашему дому.